Всем привет, меня зовут Оскар, и с вами канал IT Вердикт. С недавних пор в стране начался кризис, и цифровые развлечения, так же как и другие сферы жизни, резко подорожали. Поэтому я, как и многие другие покупатели, я думаю, стараюсь сэкономить там, где это возможно. Так вот, одно из моих давних желаний было организовать домашний кинотеатр для просмотра фильмов по вечерам и после работы. Но пока я выбирал телевизор и пока копил на него, пришел кризис и сказал «но-но». Тогда я и задумался, а можно ли найти какое-либо альтернативное решение в качестве домашнего кинотеатра? То есть что-то, что будет выполнять его функции и в то же время сэкономит денег. Итак, задача поставлена, начинаем выполнять. Итак, из чего состоит домашний кинотеатр? В настоящее время это, как правило, умный телевизор и хорошая аудиосистема к нему. Поэтому в первую очередь давайте посмотрим, во сколько нам обойдется сборка обычного домашнего кинотеатра. Начнем с телевизора. Лично я ставил для себя целью достичь эффекта просмотра, как в настоящем кинотеатре. То есть для этого нам была необходима соответствующая диагональ. Если ставить телевизор в небольшой комнате, например, как моя спальня, это 2,5 на 5 метров, то для достижения необходимого эффекта кинотеатра необходима диагональ свыше 180 сантиметров, или же примерно 70 дюймов. Ну а так мы с вами точно не сэкономим, поэтому давайте будем реалистами и остановимся на телевизорах с диагональю свыше 40 дюймов. Потому что телевизоры с диагональю свыше 70 дюймов стоят слишком запредельных денег. Для примера я взял 42-дюймовый телевизор от LG. Но вы сами видите, что диагональ далека от достижения эффекта кинотеатра. Минимальная стоимость телевизоров такой диагонали, исключая совсем малоизвестные бренды, составит от 20 тысяч рублей. В параметры я, естественно, добавил Smart TV. Мы ведь хотим хоть какой-то функциональности. Теперь же перейдем к выбору акустики. Цена самой простой 5.1 системы начинается от 3-3,5 тысяч рублей. Но мы обязательно столкнемся с проблемой подключения. Существует три способа подключения многоканальной аудиосистемы к телевизору. Сейчас я буду перечислять способы, и минимальные цены на сборки с этими способами вы увидите вот здесь на экране. Первый способ — это подключение системы к телевизору с помощью оптических разъемов. На акустике нужен необходимый вход Optical In, а на телевизоре выход, соответственно, Optical Out. Этот вариант наиболее удобный и даст очень высокий по качеству звук, но подобные интерфейсы, как правило, встречаются на устройствах достаточно высокой ценовой категории. Второй способ подключения системы к телевизору через HDMI. Ситуация схожа. Нам необходим порт HDMI Out ARC на телевизоре и соответствующий HDMI порт на акустической системе или же на ее ресивере. И если с телевизором проблем никаких нет, то цену акустической системы наличие такого порта очень сильно поднимает. Третий способ подключения аудиосистемы к телевизору через коаксиальный кабель RCA, в быту известный как тюльпан. Так вот, найти среди бюджетных моделей телевизоров телевизор, который будет иметь порт Coaxial Out, в принципе не составит труда, а вот найти акустику с Coaxial In это уже будет проблематично. И плюс вы все же жертвуете качеством звука. Существует также четвертый способ подключения, это подключение с помощью разъема SCART. Но по ряду причин этот способ теряет свою актуальность, поэтому рассматривать его мы не будем. В общем, лично для меня любой из этих вариантов оказался достаточно сильным ударом по бюджету, поэтому я решил пойти по несколько иному пути. Итак, начнем сборку. Отправной точкой в нашем домашнем кинотеатре послужит маленький TV-стик. Он позволит начинить наш домашний кинотеатр мозгами, играть в игры, обрабатывая их на основном компьютере, что будет очень неплохим дополнением к его общему функционалу. В моем случае я использую TV-стик модели MiGoPad T02. Он очень маленький и очень греется. Грелся он до практически 90 градусов. И немного подумав, я решил эту проблему, приделав самодельное охлаждение. Оно обошлось мне рублей в 100, зато снизило температуру на примерно 20-30 градусов. Об этом я еще сделаю отдельный выпуск, а пока продолжим. Данный стик у нас на Intel и предназначен в первую очередь для просмотра 2К 4К видео и серфинга в интернете. Я вам советую взять модель чуть-чуть получше с наличием USB 3.0 порта. Он обойдется вам буквально чуть-чуть дороже, но зато вы получите ряд преимуществ, о которых, я думаю, говорить не имеет смысла. Далее, так как стик на полноценный Windows, то я прикупил к нему с AliExpress внешнюю аудиокарту, которая способна выдавать звук на систему 5.1. Это достаточно дешевая, но очень хорошая по звуку карта обошлась мне всего в 400 рублей. А самое удивительное, что за эти деньги у нее еще есть оптический вход и выход. Теперь-то мы точно сможем подключить фактически любую аудиосистему. У меня дома нашлась старая аудиосистема от Genius с суммарной мощностью всего 30 Вт и диапазоном частот от 50 до 20 тысяч Гц.
Аналоги сейчас стоят достаточно дешево. За 4-6 тысяч можно купить аудиосистему мощностью до 100 Вт. И с учетом небольшой буквально докрутки в эквалайзере вы можете выжать из этих систем очень и очень хороший звук. Итак, с аудиосистемой, я думаю, мы разобрались, теперь перейдем к изображению. Домашний кинотеатр мне нужен исключительно в темное время суток, поскольку в остальное время я нахожусь вне дома. Поэтому я принял решение заменить телевизор проектором. Уверен, многие скажут, что это решение в корне неверно, поскольку качество изображения и качество самой картинки очень сильно отличается. И отчасти да, я соглашусь. Однако вслушайтесь. Помните, мы с вами обсуждали телевизор, который с более-менее нормальной диагональю обойдется нам более чем в 20 тысяч рублей. У меня же дома сейчас стоит проектор BuyInTech BT140, купленный за 4500 с разрешением 800 на 480 пикселей и светосилой всего 1200 люменов. И его хватает. Тут, конечно же, нужны уточнения. Например, при включенном свете или в яркий солнечный день на стене практически ничего не будет видно, что очевидно. Также, если вы будете смотреть на проецируемое изображение с очень близкого расстояния, естественно, вы будете различать пиксели. Однако, если смотреть на изображение с адекватного расстояния и в относительно темное время суток, то качество изображения будет вполне достойным, даже несмотря на разрешение. Ну и плюс диагональ, которую выдает проектор с расстояния 2,5 метра, равна аж 70 дюймам, что делает процесс просмотра фильмов схожим к просмотру фильма в кинотеатре, и это доставляет массу удовольствия. Если же у вас есть небольшой запас по бюджету, то вы можете купить проектор чуть более высокой ценовой категории, с большим разрешением и с большей светосилой, и тогда картинка у вас точно не вызовет никаких нареканий. В любом случае вы потратитесь меньше, чем при покупке телевизора. Кстати говоря, после покупки проектора от BuyInTech мне на обзор пришел проектор Powerful SV228, обзор которого вышел на канале «Хороший выбор». К сожалению, он оказался слишком громоздким и не поместился в моей маленькой спальне. Поэтому при выборе проектора вам обязательно необходимо учитывать его фокусное расстояние и его размер. В конечном итоге мы получаем полноценный умный домашний кинотеатр на Windows с возможностью играть в игры с основного ПК, с 5.1 звуком и с диагональю аж в 70 дюймов и всего за 15 тысяч рублей. Получается, мы с запасом уложились в стоимость одного только телевизора. Да, мы пожертвовали возможностью смотреть кино днем, но многим людям, которые в это время суток не появляются дома, такая возможность ни к чему. Мы пожертвовали качеством изображения, но если найти оптимальное расстояние, с которого проецировать изображение и с которого смотреть, то можно найти оптимальный вариант, при котором разница с телевизором будет не так очевидна. Стоит ли идти на подобные жертвы ради экономии денег? Решать в любом случае вам. Лично я полностью доволен тем, что у меня получилось. И на этом я буду заканчивать. Спасибо за внимание, надеюсь, этот выпуск будет для вас полезный. Возможно, вы определитесь с тем, стоит ли заменять телевизор или покупать вместо телевизора проектор. Возможно, он смотивирует вас решать какие-то обычные задачи как-то по-особенному, находить свои методы решения. В любом случае, я надеюсь, что выпуск вам понравился. Если это так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это поможет каналу в развитии. Также зайдите в описание, там будут все социальные сети наши, а также сайт, на котором вы найдете самые свежие новости из мира IT. С вами был канал IT Вердикт. Пока!